Всем привет! У меня в руках сейчас новая доска. Это Santa Cruz модель VX. Она состоит из 2 слоев карбона и 5 слоев клена. То есть по заверению Santa Cruz она тоньше, более как жестче, stronger, или сильнее, не знаю, наверное, будет более долговечнее служить, и обладает лучшим щелчком. То есть, ну, на ощущение она реально тоньше и даже легче, чем обычные доски. До этого я катался, естественно, на Santa Cruz, у меня было много досок. Я тоже себе брал и там со стекловолокном доски, у них еще, помню, раньше были. И, ну, я тогда, честно, разницу прям не заметил. Мне тогда не понравилось, что когда тейл там стирается, у вас стекловолокно из наждачки так торчит, и он такой какой-то вообще ненужная была тогда вещь. Вот, а с карбоном у меня, кстати, досок не было еще. Я вот решил себе и прикупить, и как раз вам про эту доску и рассказать. Доска, она, конечно, не дешевая, 8100 стоит, но спасибо парням из Пота, что сделали мне скидку на нее. Сейчас в основном все буржуйские доски так и стоят, где-то в районе 6 тысяч, но это будет обычная доска из клена, а здесь как бы карбон, то есть это сразу ощущается, да, что вы в руки, когда берете обычную доску, она такая, ну, обычная, да, по толщине, и сразу, да, здесь вот, которая с карбоном, потому что 2 слоя находится, один сверху и один снизу, получается такой как гамбургер из слоев. Вот, так что сейчас приклею наждачку, прикручу траки и поеду кататься. И надеюсь, что она у меня долго прослужит. И вам, естественно, расскажу вообще плюсы и минусы досок с карбоном. Особенно меня интересует, как вообще себя поведет нос либо тейл, потому что вот в этих вот местах будет он жестачиваться. Надеюсь, не будет образовываться каких-то таких острых углов. Так что, ну, сейчас все проверим. А так что пока сейчас соберу себе комплектик. Вот я ее уже и собрал. Пока закручивал, заметил, что доска ведь стала тоньше, а винты стали чуть длиннее из-за этого. И пришлось, естественно, дольше закручивать. Так что такая вот еще особенность тонких досок. То есть сюда можно брать, естественно, винты еще и чуть покороче. Так что сейчас поеду кататься и потом уже расскажу вам, какие вообще впечатления у меня в этой доске. Так что погнали!
Так, ну что, я практически уже около 3 недель на ней катаюсь, и я прям очень доволен. Очень крутая доска, как и было, да, там написано на самой этикетке. У него просто очень крутой щелчок. Даже если вот у меня вот в таком вот состоянии сейчас тейл находится, он в таком состоянии из-за того, что я немножко там попсиховал, покидал доску, повтыкал ее, побил об угол. И здесь, смотрите, даже видите, как особо таких расслоений нету, небольшие только чипы повылетали оттуда. Но и то просто от таких ударов, да, доска она не раскрылась, а только немножко, не знаю, примялась. Наверное, за счет вот этой вот конструкции, то что здесь как она сэндвич получается, один карбоновый слой сверху и другой карбоновый слой снизу, получается, что он как держит вот эти вот клен в середине и не дает, да, доске открыться. То есть я ее прям тыкал доской об бетон, бил достаточно сильно. То есть здесь такие, естественно, замятия все эти происходят, но именно расслоений никаких нету. Также вот и на носу. Вот то, что мы снимали с Айком последнюю дорожку, где, не знаю, я потратил часа полтора, наверное, на нее, только даже в основном на один трюк. У меня не получался. И второй, естественно, я завалил и не стал даже переделывать. И мне постоянно, когда я делал первый трюк, вот трешка на нуслайд, у меня она втыкалась об угол. То есть она постоянно билась, вот эти вот все сколы видны на доске. Плюс я ее, естественно, еще об бетон тоже носом бил. И вообще особо, как бы, если так немножко зашкурить, ничего особо видно не будет. То есть она при этом продолжает щелкать, остается жесткой, то есть нос, да, так сразу не разбухает, мягкий не становится. И прям реально я удивлен, что доска, да, так как по принципу сделана просто, 2 карбоновых слоя сверху, снизу, и так держится доска за это долго. Плюс я еще, естественно, пытался ее сломать именно вот как бы ногой сверху. Причем, ну, 2 раза попытался, и вот со 2-го раза у меня получилось немного ее только треснуть. То есть, но она при этом тоже не проминается. Вот, так что и сейчас я поеду еще кататься дальше. Смотрю, как она будет при этом щелкать после, да, таких там ударов, которые она испытала. И попытаюсь ее все-таки доломать. Посмотрим, что из этого сейчас получится и как она себя проявит в таком вот состоянии. Так, ну что, я сейчас около 2 часов покатался в парке 30-летия. Ну и, кстати, достаточно нормально покатался. Даже так немного раскатался, пофлиповал, попрыгал со ступеней. И щелчок при этом у доски все еще есть. Да, он даже сохранился после тех побоев, то, что я устроил там, когда бил ее об угол или прям тейлом, бетон. Вот, и тейл вот в таком вот виде. И он продолжает еще щелкать. Конечно же, щелчок не такой, да, звонкий, как в самом начале, но все равно при вот таких вот ситуациях он все равно продолжает щелкать. И такой звук, знаете, не глухой, а звонкий. И еще, кстати, попытался ее даже сломать во 2-й раз. Когда вот сделал 3 со ступеней, думал, ну все, сейчас я ее доломаю и пойду пешком домой. И попытался раз, потом 2-й раз, 3-й раз, и вообще нифига. Такое ощущение, как будто, я не знаю, я там просто гладил, а не бил.
То есть нога у меня просто отскакивала от доски, а ей прям вообще ничего. То есть как у меня остались вот эти вот маленькие трещины, так они больше и не стали вот в этих вот местах. Я, конечно же, и забил, думал, хуже себе сделаю, чем в доске. Вот. Так что доска отличная, но, кстати, минус я один все-таки заметил. Я теперь даже не знаю, как буду вообще кататься на других досках. То есть вы берете обычную доску и, например, вы берете вот эту в руки, и разница просто на самом деле колоссальная. То есть обычная доска такая толстая, а это такая тонкая, легкая, плюс щелчок звонкий. У обычной доски он, ну, не прям такой, как вот у этой. Теперь думаешь, хочется еще одну такую же доску взять, а в Питере-то их больше нету. Так что вот такой вот минус у доски. Если покатаетесь на ней один раз, то, естественно, и захочется еще раз. Так что смотрите сами. Но доску рекомендую. Всем советую ее все-таки попробовать. То есть денег она реально своих стоит. То есть она просто так не сломается. Даже вот я то, что пытался ее сломать там с ноги. Тут здесь надо какой-то удар посильнее, чтобы она, не знаю, как-то каким-то образом прогнулась. И то, что вот ей дубасил и тейл, и нос, она продолжает все щелкать. Так что доска отличная. Такой вот тест. Спасибо Santa Cruz за такую доску. Большой респект им за это. Так что всем рекомендую. Вот. Ну и спасибо всем, что посмотрели мое видео. Пишите в комментариях, кстати, что думаете по поводу санта-крузовских досок, вот этих вот VX. Ну или, может быть, вы на них катались, как долго она у вас прослужила. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на спотах, скейт-парках. До следующего раза.